Всем доброе утро. Итак, друзья мои, сегодня у нас прямой эфир на тему «Роковая любовь». Любовь судьбоносная. Почему роковая? Потому что рок все-таки неизбежность. Рок – это то, что нужно пройти. Это не самая добрая судьба, не самое доброе проявление судьбы, но все же это неизбежность. И поэтому тема поэтому и названа «Роковая любовь». Доброе, Ирина. Прежде чем я начну говорить и рассказывать, позвольте, я вам расскажу одну такую маленькую историю из жизни знаменитого скрипача, который впоследствии создал свой оркестр, Владимир Спиваков. Дорогие друзья, в его жизни был такой случай, когда человек, известный человек, специально для него приобрел скрипку Паганини. Здравствуйте всем. Приобрел скрипку Паганини и подарил ему. И он говорит: я был безмерно рад, счастлив, я поблагодарил, мне было очень приятно, я принес домой скрипку, начал играть. И вдруг у меня взгляд попал на футляр, где лежит моя старая скрипка. Та скрипка, которая из меня сотворила чудо, которая меня привела вот на этот пьедестал, на эту сцену, которая была со мной в самые трудные и хорошие, и плохие дни. Я отложил в сторону скрипку Паганини, подошел к своей скрипке, открыл футляр, достал, обнял свою скрипку и вдруг разрыдался. И он говорит: я вот до утра так просидел и всю свою жизнь пронес перед глазами. И утром ранним я взял скрипку Паганини, отнес и отдал обратно. Очень извинялся, что мне очень неудобно, я очень ценю ваш подарок, но я не могу принять ее. И когда на изумленный вопрос, то есть человека: ну почему вы возвращаете, это же вам подарок, возьмите, Спиваков ответил: сегодня я понял, чем отличается любовь от страсти. Понимаете, дорогие друзья? Так вот, страсть. Страсть, влюбленность, увлечение. Их может очень много быть в жизни. Встречи, расставания, симпатии, желание не быть одному в этом мире, испытать какие-то новые чувства, ощущения, поддаться каким-то соблазнам. Это совершенно иное по сравнению с тем, что называется любовью. И, к сожалению, в этом мире не каждому человеку дано испытать эту любовь, и тем более роковую любовь, когда невозможно расстаться, когда даже уничтожая друг друга, когда даже доводя друг друга до инсультов, до больницы, до кладбища, все равно люди не могут расстаться, они не могут друг без друга жить. Они остаются родными людьми, даже выходя замуж и не женившись на других, даже создавая свои семьи, даже 1000 раз проклиная эту любовь, это чувство, желая вырвать из сердца, в любом случае, они не могут друг без друга жить. Но началось это скотство. Опять это визжание этих, как надоело. Иди сюда пусть, иди. Это не к нам. Так вот,
Вот эта роковая любовь, она испепеляющая, она невозможная. Когда люди вместе не могут, они, может быть, слишком разные, они слишком своенравные, слишком самостоятельные, чтобы что-либо у них получалось. Но в то же самое время они и врознь не могут. И стоит им расстаться, они уже готовы зарыдать, они готовы до утра сидеть молча и ни с кем не разговаривать. Это называется роковая любовь. И для этой любви абсолютно неприемлемы не привороты, не какие-то шепотки, не какие-то зазывы. Этой любви всего этого не нужно. Подобная любовь не нуждается ни в каких-то закрепах, ни в каких-то зазывах, ни в каких-то приворотах и различных там заговорах. Эта любовь и так существует. Она есть, она живет с этими людьми, и она, наверное, не то, что умрет, продолжится и в той жизни. И бывало очень много моментов в жизни людей, когда люди, здравствуйте, когда люди теряли друг друга, когда люди хоронили друг друга. К сожалению, смерть тоже существует на этой земле. Но, невзирая ни на что, они не могли создать новую семью, они не могли жить новой жизнью. У них не получалось ни с кем ничего. Потому что тот человек, который настолько родной душе, он незаменим. Говорят, незаменимых людей не существует. Я не согласна. Есть незаменимые чувства. Есть незаменимые люди в нашей жизни, которых мы никогда ничем не заменим и никем. И невозможно, даже мать можно заменить другой женщиной. Если от матери не получается тепло и любовь, то свекровь может заменить мать. Поверьте мне, есть такое. Может абсолютно чужая женщина заменить мать и нежность матери, и доброту матери. Можно, возможно. Кто сказал, что мать незаменима? Мать незаменима только в случае, знаете, деторождения ребенка. Да, генетически ее генетику никто собой не заменит. Но ее любовь, ее человечность, ее нежность, ее советы может заменить другая женщина вполне. Даже лучше, чем мать может общаться с вами другой человек, абсолютно вам чужой. Поэтому здесь говорить о том, что мать незаменима, я не согласна. А вот мужчина или женщина, которая дана судьбой, и с которым у вас роковая любовь, не страсть какая-нибудь, не увлечение, роковая любовь, невозможно ничем заменить. И в истории человечества таких случаев много, дорогие друзья. Это люди, которые убивают просто друг друга, уничтожают, съедают, сжирают, но они всю жизнь вместе, и они не могут друг без друга жить. Для начала начнем с мифических историй, с историй божественных. Афродита и Арес, Марс и Венера, если в римской мифологии, да? Она была женою Гефеста, бога кузнецов, искусства, огня. Гефест безумно ее любил. Ее выдали замуж, боги уговорили ее, невзирая ни на что. Они выдали за своего любимчика Гефеста ее замуж, потому что хотели, чтобы у Гефеста была самая красивая жена. Уговорили, что он будет тебя любить, носить на руках. Не напоминает человеческие истории. Он тебя будет любить, он хороший мужик, он тебе все даст, ну что тебе еще надо, у тебя все есть и так далее. Невозможно заменить чувство любви ни заботой, ни богатством, ни тем, что он тебе все даст в этой жизни. Это нереально.
И Афродита вышла за Гефеста, не желая, но вышла она за него замуж и была несчастлива. И свою любовь с Аресом она не смогла забыть. Она тайком с ним встречалась. Они безумно любили друг друга и не упускали возможности видеться где-нибудь в потайных углах. В конце концов, Гефест об этом разузнал и был очень зол, и он пожаловался отцу богов, но, видимо, Зевс понял, что это невозможно их разлучить, и он их соединил. Он развел Афродиту с Гефестом и выдал за Ареса замуж. С Аресом она была счастлива только потому, что он был рядом. Арес ей изменял, Арес был жесток, Арес был неуправляем, он был богом войны, в нем не было никакой жалости, никакого милосердия, никаких нежностей, не могло об этом идти речи. Но, как ни странно, Афродита и Арес любили друг друга, и у них страсть не угасала. Вот вам роковая любовь богов. Роковая любовь между богиней Астрик, армянской богиней любви и красоты, то есть Венера армянская, да, и богом войны у армян Ваагном или Вакхом. Их любовь тоже была невозможной, и об этом слагались легенды, как он ее спасал, как он ее выкрал, и как все были против их любви, все пытались им помешать, но в итоге они вместе соединились, и всегда, и до сих пор эти божества вместе, богиня любви и войны. Вам ни о чем не говорит, дорогие друзья. Женщины любят мужчин, которые заставляют их страдать. Казалось бы, послушный, добрый, хороший Гефест, который любил ее, который дарил ей нереальные украшения, он сам их мастерил, и все богини завидовали ей, сколько у нее было необычных украшений, сколько она была в любви, в заботе. Но она не ценила это, она не любила его, она не любила тихого, хорошего, преданного Гефеста, который на нее молился, который ею восхищался. Она любила Ареса, она любила злобного, она любила вздорного, она любила жестокого Ареса. И была с ним счастлива, и она вышла за него замуж. Это говорит о том, что, дорогие друзья, чувства невозможно ничем заменить. Ни заботой о тебе, ни бесконечным потаканием тебя. Я больше вам скажу, что если мужчина слишком любит женщину, слишком дорожит ею, дрожит над ней, это злит ее. Она выходит из себя, она ищет страсть, она ищет нечто другое на стороне. Мы уже о любовной теме говорили с вами. Я сейчас говорю не о любовной теме, я не говорю о вечных плаксивых бабах, которые хотят каких-то мужиков приворожить, там без разницы каких мужиков, то этих, то ли других, им все равно. Значит, я не говорю сейчас об этих, извините, писькострадалицах, которые вечно ноют, воют, вот нет мужика, нету... Я говорю сейчас о более возвышенном чувстве, которое называется любовь. Это есть любовь, когда ты знаешь человека, знаешь все его недостатки, но тебе не нужен даже святой. Ты любишь того, который у тебя есть. Ты готова с ним пройти все эти трудности. Ты готова с ним выйти, подняться на костер. Если кто-нибудь читал Райдера Хаггарда «Дочь Монтесумы» о Томи, которая была готова со своим возлюбленным подняться на алтарь мучения. Когда решили, что его пожертвуют богам, Отоми добровольно согласилась подняться с ним на алтарь и пожертвовать собой рядом с ним. Это была женщина, которая не оставила его даже при такой смертельной опасности. И он ее любил. Иногда любовь
познается после того, как человек теряет. Когда человек теряет, он понимает, что настоящая любовь была вот именно такая. И Отоми решается подняться на жертвенный алтарь вместе со своим возлюбленным, англичанином, которого хотели пожертвовать, привести в жертву богам. Когда они спасаются, и когда она в конце из-за этих мучений все-таки умирает, вот тогда он понимает до конца своих дней, что более ближе по духу и по судьбе человека, чем царевна по имени Отоми, у него в жизни не было и не будет. То есть тогда он понимает, что роковая любовь была именно такой, что любовь, оказывается, в полном смысле понимания именно такая должна быть, потому что мало кто из женщин решится подняться с мужем на смерть. Когда у человека в жизни появляется роковая любовь, у человека закрыты глаза на все. Этот человек готов идти на смерть, абсолютно не задумываясь об этом. Такая роковая любовь была у женщин-декабристок, когда они, бросив все удобства мира, когда они бросая все, что их останавливать могло в доме, да, уютном доме Петербурга, они уходили на каторгу за своими мужьями. Поверьте мне, что если бы они не любили этих мужчин, они бы никогда в жизни эти лишения не перетерпели. Они бы нашли тысячи, миллион причин. Они бы остались во имя детей, они бы остались во имя родных, близких, но они бы не ушли. Такая роковая любовь была. Давайте эту кармическую любовь выкиньте, пожалуйста. Больше сюда не пишите про эту кармическую, это меня злит. Я не люблю вот эту вот безграмотность. Прочитайте какую-нибудь хрень где-нибудь и суете вот эту хрень сюда. Будьте добры. Такая роковая любовь была у жены Берия. Да, жены Берия Нино Гегечкори. И между ее мужем Лаврентием Берия, какой бы он ни был жестокий человек, он эту женщину любил. И когда его арестовали, она написала, что она считает его честным коммунистом, и она считает, что Лаврентий всю свою жизнь посвятил коммунистической партии. И если он, она пишет, если он в чем-то виноват перед советским народом или перед партией, значит, я, как его жена, готова разделить его участь и готова разделить наказание с ним вместе. Поэтому прошу меня тоже привлечь за ошибки моего супруга Лаврентия Берия. И ее вместе с сыном, с снохой сослали. После Лубянки их сослали вместе. Она ничего против мужа не подписывала, она ничего против него не сказала. Вы знаете, что интересно? Почему-то вот мужчины, чьих жен забирали, тот же Маленков, когда жемчужину посадили, да, те же другие же мужчины, когда забирали их жен, мужчины на такие поступки не шли. Мужчины почему-то не просили, чтобы их вместе с женой наказали. Мужчины этого не делали. А вот сколько есть силы воли в женщине, которая не оставляет его. Она сказала, если он совершил ошибку, значит, я тоже чем-то виновата в этом. Хотя как она могла быть виновата? Кто ее посвящал в эти все дела? Никто не посвящал эту женщину ни в какие дела. Она жила себе спокойно, мирно, никуда не вмешивалась. Он изменял ей много раз. Он очень много сделал, можно сказать, зла своей семье. И этой семье первые, знаете, эта семья более чем кто-либо имела право отвернуться от него. Но вот когда его арестовали, ни его любовницы, ни те, которые кормились его руки, никто за него не заступился. За него заступила женщина, которую он много раз изменял. У него были любовницы везде, дети везде, он квартиры там всем, значит, выписывал, там, дарил, и где росли его незаконно рожденные дети. Но он не оставил. То есть она не оставила его в трудную минуту.
Роковая любовь в индийской мифологии была у Шивы и Сати. Когда Шива родился в земле, то есть на земле, пришел на землю как... спасибо большое. Я просто не успеваю всем отвечать. Я сейчас расскажу, а потом уже отвечу и на ваши вопросы в том числе. Когда Шива спустился на землю как царевич и родился здесь, то богиня Парвати, которая любила его, она тоже спустилась на землю и переродилась на земле как царевна Сати. Она переродилась на земле и потом встретила Шиву. Встретила Шиву, вышла за него замуж, и когда ее отец вероломно убил Шиву, то она кинулась на костер и сожгла себя. Вот после этого самосожжение, жертвенное самосожжение женщины после мужчины называется у индусов сати. В истории России во времена Петра Великого есть такой момент, описанный историками, что, современниками того времени. Вот шла процессия, хоронили индийского Раджу, который умер в Москве, и вести его тело не представлялось возможным посреди лета, поэтому обряд сожжения по законам индуизма было организовано в Москве. Шла процессия, женщина в белом, босиком, рвала на себе волосы, била в окровавленную грудь и истошно кричала. И на мой вопрос, почему она так кричит, кто она есть, был ответ: это есть супруга Раджи, которая просит и умоляет разрешить ей совершить сати. Человек говорит: я не знал, что такое сати, но когда я узнал, я пришел в ужас, что женщина просила слезно и умоляла позволить ей совершить самосожжение, то есть кинуться на костер вместе с мужем и покончить с собой. Но, однако, российские законы такое запрещали на территории России, поэтому она негодовала, что ей это не позволяют. Было ли это, скажем так, ритуальный плач, было ли это показное горе, мы не можем с вами знать, но хочу вам сказать, что многие женщины именно так поступали после смерти мужа. Они считали, что их жизнь больше не имеет никакого смысла. И их не останавливали ни дети, ни власть, ни корона, ни имущество, ничего. Такая любовь была между Евдокией Великой и Александром Невским. Когда Невского не стало, то Евдокия, как ее называли, веселая вдовушка, Евдокия выступала на общих собраниях бояр, она давала распоряжения, она была весела, она была приятно одета. И пошли слухи, мол, Евдокия-то пополнела, Евдокия отяжелела, Евдокия стала более такой взбитой и счастливой, а нет ли там чего-нибудь другого? И вот когда эти слухи дошли до его детей, то один из сыновей подошел к матери и сказал, мол, негоже княгине вот так вот радоваться после смерти мужа, ей бы пристало в монастырь уйти. И что люди говорят всякое разное, им это неприятно слушать. Тогда Евдокия призывает своих детей к себе в комнату, закрывает двери и начинает снимать друг за другом свои одежды. Сыновья негодуют, мол, негоже тебе показывать нам свое тело. Она говорит, вы будете смотреть, потому что это тело вас родило, вскормило и воспитало. И вы будете смотреть, и вы увидите правду этого тела. И когда она все снимает со себя, видят дети, исхудавшие от бесконечных постов тела матери. И тяжелые вериги, которые она носит сверх груди и рук, показывая якобы у нее полное красивое тело. А на самом деле она жутко исхудавшая, изможденная, измученная болью и скорбью по своему мужу.
И когда дети это видят, они падают на колени, начинают целовать ей руки и плакать. И она говорит: дети мои, запомните одну вещь. Никогда не слушайте то, что говорят люди, пока вы сами своими глазами это не увидите. Так вот, дорогие друзья, есть роковая любовь, из-за которой брались города, из-за которой убивали тысячи людей. Есть роковая любовь, которую переживали внутри, всю жизнь будучи несчастными, выходя за другого замуж для того, чтобы не обидеть родителей, для того, чтобы не подвести свою родню, своих родственников. Но при этом всю свою жизнь носивший внутри себя эту роковую любовь, эту боль от потери того человека, которого они так и не встретили. Такая роковая любовь была между известным царем Соломоном и Македой, савской царицей. Когда он увидел ее, невзирая на то, что у него было 1000 женщин, 300 наложниц, что у него целый город был построен, и столько у него было детей и потомков, что многие царские роды потом впоследствии претендовали на родство с Соломоном. Даже в Хазарском Каганате, который образовался на Северном Кавказе, там, где часть Чечни, часть Дагестана, Осетии, там когда-то был Хазарский Каганат. И вот Хазарским Каганатом управляла еврейская династия, которая брала свое начало от Соломона. Страной Савии правила еврейская династия, которая брала свое начало от Соломона. То есть у Соломона не было никакой нужды и никакой нехватки в женщинах, самых красивых женщинах Востока, которые он набрал себе в гарем. Но когда он увидел царицу Савскую, чернявую, красивую женщину, и он даже позволил в своей книге «Песнь песней» написать, то есть он позволил ей внести туда свои стихи, где сказано следующее: «О дочери Израиля, не смотрите на то, что я черна, я красива и умею любить». Вот эти стихи о царице Македе и, собственно, ее рукой дописаны в книге «Песня песней». И когда Соломон лишился ее, когда восстали князья, восстал народ и не позволили ей остаться там, и не позволили ему объявить сына, родившегося от Македы, своим сыном, и ей пришлось уйти, он сходил с ума, он ожесточился, он ушел от поклонения своего Бога, он нашел утешение в других богах. Хотя говорят, что он всегда им поклонялся, просто народу показывал иное. Но как бы там ни было, но Соломон абсолютно сломался. Для Соломона жизнь не имела никакого значения. И когда его старшая жена, египтянка, пришла и сказала ему: «Мой господин, ты ненавидишь нас всех и любишь только одну. Неужели твои дети и твои сотни и тысячи жен для тебя ничего не значат?» Он сказал: «Для меня вы все ничто. Она мне единственная нужна, и я с ней готов жить хоть в пещере, хоть в пустыне». Можете представить? Это действительно была очень сильная любовь. И эта любовь сгубила Соломона, потому что он не смог это пережить, это расставание. Такая же роковая любовь была у царя Ашота Железного, которого прозвали Железным за железную волю, за силу воли. Он был просто гроза врагов, он был сильнейший духом человек. Так вот, он любил княжну, которую звали Аспрам. Аспрам была из бедного княжества, отца не было, она воспитывалась у дяди, собственно говоря. То есть невыгодная была партия для царя, не говоря о том, что была красавица Саакануш, дочь Саака Севады, могущественного князя Саака Севады,
и у него было огромное войско, у него была поддержка царю. В тот момент арабские завоеватели завоевали половину Армении, можно сказать. Постоянно были войны, кровопролития. У царя Ашота не было выбора, ему нужен был сильный соратник, у него не было выбора. Делили царство, были междоусобные войны, была война между его дядей, там, тираном и им самим. То есть выхода у человека просто не было, и ему нужно было, как бы сказать, закрепить свою власть каким-то образом, и ему пришлось жениться на дочери могущественного князя Саака Севада на Саакануиш. Его жена была очень красивая, очень властная. Ее руки добивались многие, даже император Византии. То есть она была непростая женщина. Но, к сожалению, он ее не полюбил. И сердцу не прикажешь, это не просто так сказано. Он уважал ее, он жалел ее. Он говорил: я жалею ее и себя, что мы несчастливы вместе, но я ничего с этим поделать не смогу. Аспрам выдали за другого князя. Она вышла замуж за князя Амрама. Он ее обожал, он ее любил, он для нее готов был на все, он строил для нее, значит, пошел вон отсюда, ничтожное существо. Откуда знают армяне, что такое любовь? Это нормально вообще? Это ж надо каким уродством быть на земле, чтобы прийти такое написать. Ничтожество. Вот из-за таких ублюдков, как ты, люди между собой воюют и ненавидят. Вот из-за таких ублюдков и уродищ, как ты. Что значит, откуда знают армяне, что такое любовь? А что, армяне не люди, по-твоему, чмо существо? Армяне одни из самых древних наций мира. Ничтожное существо. Чтоб ты знал. Продолжим. Так вот, когда ее выдали замуж за князя Амрама, естественно, она была несчастлива. Но он ее очень любил. Он дорожил этой любовью. Он не знал ничего о прошлом своей жены. Однако, дорогие друзья, когда он восел на троне, когда он укрепился, когда он, скажем так, начал свое правление. Да, я правильно говорю, потому что, я еще раз говорю, я ненавижу людей националистическим уклоном. Вот терпеть не могу. Я человек, который объясняет и говорит историю всех народов мира. И те, которые были на моем канале, прекрасно знают, насколько я уважительно отношусь к традиции любого народа, любой страны. Я сколько подарила, сколько объяснила, например, знаете, традиции, обычаи кочевых народов и прочее, прочее. Для меня нет разницы абсолютно. Для меня обычный человек, мирный человек, он мирный всегда. Причем здесь он не знает. Он прекрасно знает, кто такие армяне, и специально это написал. Вы посмотрите его ник какой. И когда заходят, знаете, пишут, например, где были тайны армянских цариц, а когда у армян были царицы. Но это насколько надо быть ничтожным существом, чтобы такое спрашивать. Открой всемирную историю, посмотри, сколько династий было у армян. Понимаете, это омерзительно. Послушайте меня. Вы можете армян не любить, вы можете евреев не любить, вы можете еще кого-нибудь не любить, но от этого их история не меняется. Понимаете? От этого не менять. Вообще не любят те нации, которые сильны, которые умны, которые могут живучие, могут идти вперед. Армян не любили более сильные государства и империи. Их нету. А армяне жили, живут и будут жить. Это омерзительно. Нельзя так опускаться. Не опускайтесь так, люди. Это некрасиво просто. Нет, негативные эмоции здесь ни при чем. Как раз момент, как бы,
такой есть причина, да, повод. Я поэтому и говорю, не делайте этого, это омерзительно. Иногда захожу, смотрю, там украинцы на русских лют, дерьмо, русские туда. Неправильно это все. Мы все люди, поймите уже, в конце концов. Понимаете? Мы все люди, живущие на земле. У каждой нации есть своя прелесть, у каждой нации есть свое что-то интересное. У любой нации, любую возьмите, есть очень много интересного, что можно взять. Понимаете? У нас, например, невзирая на то, что мы столько всего прошли, скажем, да, столько гонений в Османской империи и все такое, у нас, например, выражение есть турки это, как я вам сейчас объясню? Нет, неправильно сказал. Турчанка это как ханум. Ханум, знаете, что такое госпожа? То есть мы считаем, что вот турчанки, они очень такие нежные женщины. Женщины, которые любят украшения, женщины, которые такие вот создания такие, знаете, вот слишком нежные. Вот невзирая на то, что мы должны как бы для кого-то, по идее, их ненавидеть и так далее. Но нету такого, понимаете? Вот представьте, говорить, что вот они действительно такие, они необычные женщины, они такие женщины слишком мягкие, слишком вот воздушные почти, то есть изнеженные они. И мы это знаем, мы это признаем и говорим. То есть это правильно, если это правда жизни, почему бы не говорить? Нельзя этого делать, это омерзительно. Вот когда вы выйдете на войну, когда вы пойдете с оружием убивать, вот тогда убивайте своего врага, убивайте того, кто залез в ваш дом, в вашу землю. Тогда вы враги, да. Но на улице, но здесь, но там вы люди, понимаете? Вы просто люди, и нельзя этого делать. Это, ну, я не, это омерзительная вещь. Мне иногда пишут такие глупые вещи. Здравствуйте, я вот с Баку, а вы мне поможете? Какая разница? Мне из Баку отправляли, мне из Стамбула отправляли подарки. Это люди, это обычные люди. Причем здесь это? Если в мой дом зайдут, чтобы трогать или, не дай бог, убить моего ребенка, моих родителей, кем бы этот человек ни был, я его прикончу. Пусть он будет хоть инопланетянин, армянин, турок, грузин, русский, кто бы это ни был, я его убью. И я защищу свое, понимаете? Но здесь для меня все люди одинаковы. Их бедствия одинаковы, их трудности. Я что, когда я дарю вам ритуалы, я говорю, вот эти пускай не делают, а эти... Я говорю, люди, сделайте это и меняйте свою жизнь. Какая мне разница, кто вы? Турок вы, азербайджанец, армянин, грузин. Мне без разницы, поймите. Если я люблю свою страну, если я говорю об истории, о трагедии своей страны, это не говорит о том, что я вот говорю, ненавидя других. Я рассказываю то, что есть, это правда. И люди должны знать эту правду, нельзя это скрывать. Ну давайте скроем, что немцы убивали евреев, потому что немцы хорошие люди, нельзя этого говорить. Нет, можно и надо делать, это преступно скрывать. Потому что та власть, то время, это действительно было, понимаете, это действительно так и было. Действительно убивали евреев. Но это ж не значит, что у немцев нет ничего хорошего, человеческого, что немцы вообще не люди. Но в тот момент вот эта агрессия всеобщая, знаете, всеобщая истерия, всеобщее вот это привело к тому, что это было сделано. К сожалению, это было сделано. И люди многие не понимают, что не понимают на самом деле, что это все специальное стравливание людей. Потому что когда есть война, когда люди все время убивают друг друга и ненавидят, легче ими править. Они слабее в этот момент. Нельзя, некрасиво, не делайте этого, это омерзительно. На Кавказе есть нации, которые пришли недавно. На Кавказе есть нации, которые живут давно. Но как бы там ни было, они считают этот кусок земли своей. Понимаете, Кавказ, Закавказье. Не сочиняйте друг о друге небылицы, не придумывайте то, чего нету. Не пытайтесь очернить, не пытайтесь облить дерьмом и все такое.
Когда вы заходите, мне пишете гадости какие-нибудь про мою нацию, что вы ждете от меня, какой реакции? Естественно, я не пройду. Омерзительно это все. Я просто смотрю иногда, какая грязь льется. Ну, будьте людьми. Каждый просто, каждый человек, пусть, знаете как, пусть гордится своей историей. Неважно, сколько историй у его народа, 800 лет, 700 лет, 600. Каждая нация, каждая страна имеет право гордиться чем-то. У каждого народа есть что-то хорошее. Мерзко это все. Тогда греки вообще должны ненавидеть турок, вообще ненавидеть, потому что Византия была ими взята, и на нем построили новую страну. Но ведь эти же люди уже живут там. Все уже живут, что с ними делать? Куда их переселять? Столько миллионов. Там же живут уже и разные нации живут. Все, пришли они, уже живут. Осетинцы должны ненавидеть карачаевцев тогда, потому что карачаевцы тюрки, которые пришли, 600 лет даже нету, как они на Кавказе пришли. Давайте их ненавидеть тогда. Они пришлые народы, и они заняли место и осетин, и кабардинцев. Там, кабардинцы и прочие – это адыги, в принципе, чтобы вы знали. Я все понимаю, бывали моменты стычки, ненависть, геноциды и уничтожение целых народов. Но вы поймите, что это делает власть. Это все творит власть. Не русские же люди, скажем так, сослали чеченцев и ингушей. Не русские же люди их вагоны сажали и сослали, и убили столько. Там практически 70% нации было убито. Вернулись, когда после смерти Сталина. Просто жалкие крошки от целой нации, целого народа. Вы знаете, что бывали моменты, когда люди своих детей просто закрывали дома, там заколачивали все, что возможно, и сбегали. Понимаете? Но ведь это же не русские делали, правда? Чтобы русских ненавидеть за этот геноцид. Это делала партия. А в этой партии состояло много кто. Были грузины, евреи, русские, армяне. Кого только там не было. Да, вот так вот легко можно переключить. Причем здесь любвеобильность? Что за глупости? Не несите глупости. Больше такое не пишите. Это некрасиво, это мерзко, это грязно. И что касается армян, знают ли армяне, что такое любовь? Как армяне знают, что такое любовь, и как они такой любовью и обожанием говорят о своей нации, о своей земле, дай Бог каждому. Пойдемте дальше. Так вот, мы остановились на том, что Ашот Железный женился на другой женщине, но любил ту самую девушку по имени Аспрам. И когда он закрепился на троне, когда он уже стал на ноги, когда он уже был силен, он начал постепенно захаживать в гости к своему князю Амраму. И пошли слухи. Народ знал об этой любви, народ знал об этой страсти, и, естественно, начались слухи. А слухи, как известно, остановить невозможно. Начали нашептывать, мол, часто захаживает царь князю Амраму, что-то здесь нечисто. И в какой-то момент его жена их застала вместе. После этого она заболела, написала письмо своему отцу. Отец войском пришел заставить царя подчиниться воле Всевышнего и Бога. Отец пришел, в конце концов, вразумить своего зятя. Он был ослеплен вместе со своим сыном. И началась междоусобная война. Князь Амрам об этом узнал. Он заточил жену в крепость. И вот эта крепость, Берт,
до сих пор в Армении есть. Это город Берд. Значит, он заточил ее туда, и однажды зашел вечером к ней и сказал: я ставлю тебе условия. Я тебя вытащу оттуда, я тебя верну к жизни. Я исправлю всю твою жизнь. Только забудь его. И поклянись мне, что никогда в жизни больше его в твоей жизни не будет, и в сердце в том числе. Я тебе даю время до утра. Утром зайду и послушаю твой ответ. Утром князя Амрама разбудили крики. Крики, которые доносились сверху. Когда он побежал на верхнюю башню, он увидел, что его жена повесилась. Она повесилась. И тем самым ему ответила. Это был ее ответ ему. Я без него жить не собираюсь. Она ушла. Через некоторое время, узнав о смерти любимой женщины, Ашот Железный впал в отчаяние. Он отошел от государственных дел. Начались междоусобные бунты. Напали арабы снова на страну, воспользовавшись ситуацией. И он намеренно пошел на смерть. И он эту смерть в бою получил от ядовитой стрелы, отравленной стрелы. Он ушел. И вот имя Железного Царя, к сожалению, осталось в истории, но, как видите, да, вот роковая любовь сломала и железного человека и унесла в могилу. Роковая любовь была между Сулейманом и Хюррем. Славянкой Анастасии, по разным сведениям, Лисовская. По другое сведение говорит о том, что ее звали Александра, и ее прозвище было Роксолана. Роксоланами называли всех славянские народы, которые были за Дунаем. Их называли Роксолана. Говорят, что когда у девочки спрашивали, как ее зовут, она упорно отворачивалась, и поэтому пришлось ее как-нибудь назвать. И назвали ее Роксолана, то есть славянка. Роксолана Хюррем была известна во многих странах, многие ее знали. К ней было такое доверие Сулеймана, что он разрешал ей принимать послов, принимать важные решения в государстве. Правила она, тем более, когда он все время был в походах. К сожалению, ее образ не очень так выставили, показали. Такой, знаете, баба, которая вечно сражается с поклонницами мужа и прочее. На самом деле она была очень сильная натура и очень начитанная женщина. Говорят, что она была ведьма, говорят, она приворожила Сулеймана. Но знаете, почему так говорят? Говорят, потому что никто не хотел принимать, что возможно, что он любит ее. В то время, когда он был человеком власти, когда для него не существовало никаких преград, когда у него было много женщин, почему-то женщинам того века и сейчас в том числе кажется, что мужчина тебя полюбит, если у тебя там красивые украшения, сверкающие одежды и так далее. И вот нацеленно эти женщины так и делали. Красиво одевались, красиво себя преподносили, но они не были так умны. А Сулейману нужен был друг. Друг, разумный, умный друг. И этим другом оказалась Анастасия, которую он прозвал Хюррем, смеющийся. Вот ее и называл так, смеющаяся роза. Роковая любовь была у фараона Эхнатона и его жены Нефертити.
Когда Нефертити выдавали замуж, на самом деле звали ее Тадухепа и была из страны Манна. Говорят, что страна Манна была арминоидской. Ну, есть такая версия, сейчас это пропустим. Так вот, сосватали Тадухепу за старого фараона. И пока ее везли, она всю дорогу плакала, не хотела ехать, переживала. Хочу вам сказать, что некоторые историки отмечают, что у Тадухепы не было одного глаза, что заменял этот глаз, значит, стеклянная вставка, или вообще закрывали просто прядью волос. Но она была настолько красива, что этот изъян никто не замечал. Она была дочерью могущественного царя, и нужно было заключить между Египтом и Манной договор. И вот везли Тадухепу замуж за старого фараона. Когда она стала сопротивляться и грозиться, что покончит с собой, то придворная жрица сказала ей: «Ты засватана за старого, но выйдешь за молодого. Не бойся, езжай, там твоя судьба». И Тадухепа направилась в Египет. Когда она пересекла границу Египта, пришла новость о том, что фараон скончался, потому что человек был в возрасте уже за 80 лет, и трон занял его сын Эхнатон. Вообще-то звали его Аменхотеп, но поскольку он трон, то есть, извиняюсь, культ бога Атона возвысил, бога солнца, и взял новое имя себе – Эхнатон. Вот взошел на трон фараон Эхнатон, и как раз они уже подходили к столице, к Фивам. Эхнатон решил просто познакомиться с невестой своего почившего отца и с почестями, с подарками отправить ее обратно, поскольку, куда уже, отца нет. И когда он открыл двери кареты и увидел ее, он взял ее за руку, поднял, представил народу и сказал: «Как вы думаете, достойна она стать царицей Египта?» И народ воскликнул: «Нефертити», что в переводе означает «прекрасная пришла к нам». Вот ее так и назвали – Нефертити. Нефертити была его роковой любовью. Она родила ему дочерей. О сыновьях не сказано, видимо, их не было. У фараона был огромный гарем. У него были новые женщины, новые жены. Он говорил: «Моя Нефертити постарела, но она никогда не будет стара в моих глазах». И более того, он приказал сделать ее бюст в старости. Можете посмотреть в интернете. Он приказал высечь ее бюст в старости. Она там уже постаревшая, уже грудь, к сожалению, не такая пышная. И кожа не такая сверкающая. Но он хотел вот в таком виде видеть ее и доказать всем и себе самому, что какая бы она ни была, она будет главной женщиной, самой любимой, единственной в его жизни. Он говорил: «У меня много женщин для постельных утех, но Нефертити – это мой душевный друг». И вот он доверял ей такие тайны, которые не доверял никому. И когда пришло время падения царства Эхнатона, единственная женщина, которая поддержала его и ушла вместе с ним из арены истории, неизвестно, что с ними стало. То умерли они, покончили с собой, были изгнаны. Здесь прерывается нить, ничего не известно. Но известно, что она пропала вместе с ним. То есть она была единственная женщина, которая его не оставила. Была любовь между аланской царевной, Аланы – это предки осетин, чтобы вы знали, которую звали Шатанай. Но на армянский лад ее прозвали Сатеник. Сатеник вообще означает драгоценный камень. Сат –
Это такой сверкающий драгоценный камень, который как бы в то время очень ценился и очень редкий. Другие говорят, что это название черного бриллианта, черный алмаз. Как бы там ни было, но первый раз в истории Армении и Алании царь Алании, воспользовавшись тем, что армянский царь Арташес был молод и только взошел на престол, решил захватить, значит, пограничные земли. И зашел со своими войсками в эти селения. Ограбил селение, увел людей в плен. Когда царь об этом узнал, он, естественно, пришел... Имя Сатана – это Шатана. Именно Сатана и называется. Сатана праматерь осетинского народа. Согласно легенде. Так ее звали Сатана, Шатанай. И вот, может быть, сад, может быть. Так вот, войско армянского царя спешно приходит на помощь людям и захватывает в плен аланского царевича. Захватывает его в плен. Приходят послы от аланского царя с просьбой, с умолением отдать сына обратно. Он неумолим. И в этот момент выходит на берег реки Кура. А Кура – это историческая река, это река, которая пресекает все, то есть пересекает все границы всех стран Закавказья и Северного Кавказа. Кура – это практически, знаете, как река, священная река, как Ганг в Индии и как Дунай. Да, вот такого типа, то есть значение реки Кура очень великое. И больше всего, шире всего Кура идет именно по Грузии и именно по Тбилиси. Это очень красивое зрелище. Если кто-нибудь хочет, можете в интернете посмотреть. Река Кур или Кура, которая протекает через Тбилиси. Выходит на правый берег реки Кура и начинает просить Арташеса отпустить брата. И говорит: «О царь Ариев, Арташес, отпусти моего брата, не держи его в плену, ведь негоже арийским нациям между собой воевать. Отпусти моего брата, просит тебя его сестра, если ты уважаешь женскую суть, если ты уважаешь меня как сестру, то отпусти моего брата». Арташес влюбляется в нее и отправляет сватов. Когда приходят сваты к царю Аланскому, царь Аланский, видимо, понимая уже свое выгодное положение, начинает ставить свои условия. И один из царей, то есть один из князей говорит: «Как же быстро вы забыли о том, что царевич Аланский у нас в плену», и оскорбленные уходят. Тогда, согласно легенде, оседлал царь Арташес своего черного скакуна и перешел, как орел, через реку Кура, и кинул он канат на спину царевны Аланской и перенес на другую сторону реки Кура. И после этого у них состоялась свадьба, и эти два народа помирились, собственно говоря. Она не такая уж легендарная царица Армении, она вполне реальная царица Армении, потому что она прабабушка Тиграна Великого. Вот, царица Сатаник, Шатанай. И вот про эту любовь тоже говорили, что она была роковой, когда он умирал, она пыталась покончить с собой, она сходила с ума. И хотя в ее жизни случались разные страсти, что она увлекалась иногда разными другими увлечениями, это не касается верности, неверности, что она любила себя больше, что она приказала построить для себя город Артамет, где посадили много миллионов роз, именно специально для царицы Сатаник. Но в любом случае, когда мужа не стало, она
показала свой скорбь. И действительно все поняли, насколько эта женщина безумно и преданно любила своего мужа. Роковая любовь. Роковая любовь. Роковая любовь между царицей Тамарой и Давид Сосланом. Потому что она его любила с детства. Но политика требовала, чтобы она вышла замуж за русского князя, сына, значит, Андрея Боголюбова. Ой, как же его звали-то? Представляете, забыла. Юрий, да. Она вышла за него замуж. Она жила с ним некоторое время, больше 7 лет. Но он был пьяницей, он увлекался питьем. К сожалению, не оправдал свои надежды, то есть надежды, которые возлагались на него. А надежды были такие, чтобы создать крепкую, сильную династию из двух древних родов, да, Багратиони и Рюриковичи. И вел он себя неподобающе. В конце концов, Тамара пишет просьбу к патриарху с просьбой развести их. И патриарх эту просьбу удовлетворяет. Она с ним разводится. Она с ним разводится, тем более, что он был бездетен, то есть она не родила от него детей. Получая развод, она решает создать другую семью. Но бывший супруг с этим не мирится, и он, собрав войско, идет на Грузию. Он идет завоевать трон, престол грузинских царей. Естественно, ему это не удается. Избавившись от своего пьющего и никудышного мужа, она все-таки выходит замуж за свою первую любовь Давида Сослана. Давид Сослан был осетином, осетинским князем, воспитанный во дворце, то есть грузинских царей. Он был далекий кузен, племянник, но в любом случае он был первой любовью царицы Тамары. Но, к сожалению, политика требовала иного. А как мы видим, специально прилепленные страсти и специально прилепленные там браки не получаются там любви и счастья. В конце концов, роковая любовь победила, и она выходит за Давида Сослана, который был воспитан, немножко путаюсь, во дворце грузинских царей. И воспитан он был ее матерью Бурдухан, которая тоже являлась из династии осетинских Багратиони. И она была вполне счастлива, он был ее правой рукой. Он завоевал для нее полмира. Он очень много сделал для этой женщины. И их любовь, роковая любовь, описывается, если кто-нибудь читал «Витязь в тигровой шкуре» Шатару Ставели. Там он под видом иранских царей, царич, там, царевичей, он скрытно восхваляет любовь Тамары и Давида Сослана. И вот именно там он описывает тот случай, когда выдают Нестан Дареджан за другого. Но она любит, сейчас Автандила. Она любит его, и даже после того, как получается брак с другим человеком, Автандил все-таки завоевывает, или Тариэль, я сейчас точно не помню, извиняюсь, давно читала. Он завоевывает ее любовь. Такую любовь на Востоке описывали в книге «Вис и Рамин», если кто-нибудь читал. Перевел книгу на грузинский язык первый раз из персидского, из фарси, царь Ираклий II, грузинский царь Ираклий II, и назвал «Вис Рамиани». Вообще, Ани вот в конце, да, вот эти вот, это как бы эпитет, это как Одиссея, например, да, Эя, то есть эпопея, легенда, сказание. И вот он назвал эту книгу «Висрамиани». Я хочу вам сказать, что книга «Висрамиани», переведенная Ираклием II, настолько красиво написана, таким красивым языком, что даже автор Рубаи, говорят, что Хакани написал различные там версии,
Даже автор так красиво не написал, как он перевел на грузинский язык Висрамиане. И в книге Висрамиане сказано следующее, что красавица Вис была обещана царю Мубаду еще до рождения ее матерью, которая дала обещание, что если родится девочка, то она выдаст за царя Мубада. Родилась девочка Вис. Вис была вся в любви, в роскоши, значит, и выдали ее замуж за Рамина. Выдали за... не за Рамина, извиняюсь, забыла. Выдали ее замуж за другого человека, который был ее братом. Потому что на Востоке это было принято, и это не считалось зазорным. Но когда их венчали, то есть когда было обручение, это история еще до исламского периода считается, это история еще древних времен. Когда их обручали, приходит гонец от царя Мубада, который напоминает о том, что она была обещана ему. Им ничего не остается сделать, как собрать ее в дорогу. Она горюет, плачет, говорит, что не может без возлюбленного, сойдет с ума, умрет, но все-таки ее выдают замуж, и никуда не денешься. Она выходит за царя Мубада. Для того, чтобы Мубад к ней не подошел, няня дает ей определенное зелье, которое она перемешивает в напитки Мубаду, и у Мубада нет мужской силы ничего с ней делать. Она, значит, 7 лет живет с царем Мубадом вот без ничего. И тут она знакомится с братом царя Мубада Рамином. И вот между нею и Рамином начинается сумасшедшая любовь. Они убегают вместе. Мубад их ловит, приводит. Она начинает падать на колени. Она начинает клясться в том, что она безумно любит царя. Что это все происки врагов. Не вери, мой господин, я без тебя жить не могу. Она усыпляет царя и ночью идет, поднимается к Рамину, а просит свою няньку полежать рядом с Мубадом, говоря ей: у тебя такое же красивое мягкое тело. Царь там рукою пощупает, посмотрит и перепутает со мною. Полежи с ним рядом. Когда Мубад просыпается посреди ночи и видит рядом старуху, значит, он кричит во всеуслышание, мол: ах ты ведьма, вавилонских дивов ученица, что же ты со мною творишь? Превращаешься там в разные облики, принимаешь. И тогда Вис быстро спускается со своего убежища и начинает убеждать Мубада в том, что это просто на него навели какое-то колдовство, поэтому она показалась его глазам старухой, не верь, царь мой, и так далее. Хочу вам сказать, что это произведение одно время на Востоке было запрещено. Мудрецы ислама говорили: если женщина прочитает Вис и Рамин, от нее больше, значит, целомудрия не жди, потому что там описываются все хитрости, которые возможно применить женщине для того, чтобы одурачить дурака старого мужа. Ну, в конце концов, когда уже после 1000 испытаний, когда Рамин женится на Гуль и приводит красавицу Гуль из страны Азербайджан и так далее, все равно Гуль не становится для него любимой женщиной. В конце концов, пройдя 1000 миллион испытаний, после смерти Мубада они женятся и до конца жизни вместе живут. Говорят, что за основу взята настоящая история царицы Вис и царя из династии Парвизов Рамина, что это действительно реальность. Следующая история из Индии, роковая любовь. Следующая история про царицу Аржуманд, дочери армянского князя, значит, царевну Аржуманд и индийского царевича из семьи, из рода, из династии великих моголов, которые правили в Индии, Джихангира. Дорогие друзья, для того, чтобы жениться, ждали, пока звезды будут принимать определенный облик, чтобы расположиться так, чтобы можно было им жениться. И они ждали этого дня 7 лет. Был запрет им жениться 7 лет.
За 7 лет он женился несколько раз, у него было несколько различных жен, и персиянки были, и монголки были, и так далее. Было много детей, но он все-таки дождался и женился на Аржуманд и сделал ее главной женой. И прозвали ее Мумтаз Махал, краса империи. Мумтаз Махал родила ему 13 детей. И во время родов 13 ребенком она умирает. Хочу вам сказать, что он везде с собой возил Мумтаз. Везде, во всех походах она была рядом с ним. Он очень боялся, что его жены отравят ее, что с ней что-то случится. Он с собой везде ее забирал от этого ужасающего страха потерять. У них вместе были сотворены очень много преступлений. Они вместе уничтожили, убили многих братьев Джихангира, его отца. Когда сослали Джихангира, Мумтаз, единственная из жен, которая оставила детей на попечении нянек и ушла с ним вместе в заточение. И вот эта роковая любовь, она была настолько реальной и сумасшедшей, что тысячелетия нам донесли эту любовь. После ее смерти, ей было всего лишь 33 года, после ее смерти Джихангир сходил с ума. Он за одну ночь посидел, и утром он издал указ, что над опочивальней, над надгробием ее любимой женщины будет построена чудная мечеть. И он издал указ о постройке Тадж-Махала. На время ее похоронили рядом со своей бабушкой Гуар. Как вы все знаете, имя Гуар, армянское имя, означает алмаз. Похоронили рядом с Гуар до того времени, пока Тадж-Махал не будет готов. Вы знаете, сколько лет строили Тадж-Махал. Говорят некоторые, что больше 40 лет. Практически вся страна разорилась. Все, что возможно, вкладывалось в Тадж-Махал. Это чудесное просто место. Там драгоценные камни, мрамор. Там есть очень много знаков, именно этническо-армянских знаков с намеком на то, что Мумтаз Махал была армянка. Ее описывали, говорили, что ее красота была истинно армянской. И это была очень сильная женщина. Это была очень волевая, где-то жестокая женщина с тонкими чертами лица и черными огромными глазами. В общем, описание практически у всех одинаково, в принципе. И это была одна из, скажем так, Хюррем Султан, только индийского, индийского двора. И в планах Джихангира было построить точно такую же мечеть, только из черного камня. И между ними сделать красный мост, показав о великой любви, которая никогда не умирает. Но он не успел. Его свергли с престола, и он остаток своих дней провел в заточении. Единственная его просьба была, чтобы окно выходило на Тадж-Махал, чтобы он каждое утро видел усыпальницу любимой женщины. После его смерти его дочь, похоронила отца рядом с матерью. Сделала это тайком, но похоронила там, чтобы они вечно были вместе. Таких примеров, дорогие друзья, можно привести, просто великое множество. Кёсем Султаны и Султан Ахмед. Их любовь и страсть этих людей, и множество детей. И ради него она просто пошла на очень многие жертвы. Она посадила на престол не своего родного сына, вопреки всему, а посадила старшего сына, любимчика, скажем, своего отца. Любимчика своего отца Османа. Хотя Осман потом убил ее сына, но она ничего не видела, она просто хотела выполнить его волю последнюю, то, что он хотел. Софья Палеолог и Иван III.
Он был безумно в нее влюблен. Для него ее слово было закон. И ради него он закрыл глаза на все. Она убрала его сына от другой жены. Значит, она убрала и внука, и сноху. И он ничего не видел, не замечал. Во всем была она права. Она построила Кремль. Она построила практически всю Россию, подняла. Она хотела славу Византии для Российской империи. И этот человек, просто безумно любящий, не понимал, куда он идет, куда ведет эта любовь его. Ему было все равно. Он до конца своей жизни любил эту женщину. Иван Грозный и Анастасия Захарина. Народ настолько любил ее, что ее братьев прозвал сыновьями Романа, Романовыми. Вот Романовы пришли к власти только благодаря тому, что Анастасия была любимая царица России, ну, Руси того времени. Значит, Анастасия была душой Ивана, жестокого Ивана, загнанного в детстве, недолюбленного, затравленного Ивана. Она для него стала матерью, женой, другом, всем. И пока она была жива, Иван Грозный был просто жестким, сильным царем. Когда ее не стало, он превратился в чудовище. Он искал в этих женщинах, на которых женился без конца. Он искал в Марии Темрюковне, которая черкесская княжна Кученей. Он искал любовь. Он искал эту любовь в Марфе Собакиной. Он искал эту любовь во многих, во всех женщинах без конца менял он этих женщин. И Мария Нагая, потом последняя жена. Не успел он с ней ничего сделать, то есть он раньше помер. И Долгорукая, и которую он кинул в прорубь живьем, понимаете? То есть, кого он искал? Почему он искал в этих женщинах кого-то? Он искал Анастасию. Он искал свою Настю, но он так и не нашел ее. Он так и не нашел. И его жестокость была еще хлеще, еще хуже, еще страшнее. Он это все обрушивал на голову народа, на голову боярства. Потому что это была роковая любовь. И самая страшная ошибка бояр была отравить Анастасию. Пока она была жива, Иван Грозный был сильным, пусть жестким, но человеком. Когда Анастасии не стало, Грозный себя потерял окончательно. Понимаете? Вот она, роковая любовь. Люди говорят, любовь до гроба, любовь до гробовой доски. Возможно ли это? Возможно ли найти свою роковую любовь после миллиона расставаний, после разводов, разрывов? Да. А что такое роковая любовь, я вам сейчас объясню в конце, наверное, уже. Роковая любовь, дорогие друзья, это когда души людей, которые там еще до рождения были, а я вам говорила, мир мертвых, откройте, я там объясняю все. До того, как родиться в этот мир, души живут там, в потустороннем мире. И там есть такая же жизнь, как здесь, просто там без тела, там есть свои законы, там есть свои особенности, но там есть такая же жизнь. Когда люди, еще не родившись здесь, души, любят друг друга там, если посчастливилось им родиться здесь, в этом мире, этим душам, которые любили, неважно, кем они родились. Он может родиться грузином, она может родиться украинкой. Понимаете? Он может родиться дагестанцем, она может родиться испанкой. Вообще не имеет значения. Они встретятся обязательно. Они будут разных религий, они будут разных вероисповеданий, разных традиций, разных семей, разного воспитания, но они будут вместе. Я знала очень много случаев, когда, например, чеченец, который женился на русской женщине, она готова была за него на все, вот просто куда только не скажут. И она, значит, вот они поженились, и вот эта родня по-всякому. Нет, ты должен жениться на своей. Ты должен жениться на своей. И да, когда не дают людям быть вместе, они иногда гибнут. Они гибнут, потому что они не могут жить без... Не обязательно, чтобы они покончили с собой. Но это желание умереть и уйти, чтобы эта боль прошла, это желание приводит людей к смерти.
И вот он там пытался по-всякому, он не знал, как быть. Мать умирала, там падала в обмороки. Ты должен жениться на своей, ты ничего, ничего там ты не поделаешь, у тебя выхода нет и так далее. В конце концов он сделал следующее. Он забрал ее туда, в Грозный, поселил в доме отдельно, а сам тоже женился на другой женщине. Женился, чтобы родственники успокоились, наконец, и отстали от него. Но она говорила, что вот как бы там ни было, как бы он там женился, да, он спал с ней, естественно, у них там дети были, но он приходил кушать ко мне, он приходил за советом ко мне, и он сказал, запомни одну вещь, та жена для родственников, а ты для меня. Если с ней что-нибудь случится, я заплачу, я возьму своих детей, я буду воспитывать. Но если с тобой что-нибудь случится, я жить не захочу. Понимаете, невозможно оторвать. Самое неприятное, вот знаете что, вот у нас тоже есть такая традиция у армян, к сожалению. Есть такая вещь. Надо оторвать от русской жены. Надо оторвать. Вот как оторвать? Значит, он приехал в гости, да, или там напридумали. Вот смотрите, «Моя большая армянская свадьба». Это интересный вообще фильм, это комедия, но там очень много правды. Значит, надо оторвать. А как оторвать? Надо сделать фокус какой-нибудь. Матери плохо, бабушке плохо, там кто-то помер, кто-то умирает, приезжай. Значит, он приезжает и тут же подсовывает жену, тут же уговаривает, плачут, падают в обмороки, заклинают Господом Богом, там, я не знаю, крест приносят, иконы, и все кругом начинают выть, плакать, мол, женись, женись, она хорошая, пожалуйста, умоляем. И под натиском, под давлением он женится. Он берет эту девчонку, которую знать не знает, 2 дня видел. Да, он к ней не испытывает ничего, ни ненависти, ни любви, ничего. Ну, подсунули, что делать? Притащил в Россию, ну, поселил в квартире, а сам каждую ночь с ней. Он уходит, он не любит эту женщину, понимаете? Вот не любит, и не надо это делать. Это очень глупо, невозможно никого ни от кого оторвать. Тем более мужчину, который уже в возрасте, который формировался. Он не пацан 15-летний. Ты его не оторвешь. Естественно, он любит свою женщину. Естественно, он все равно идет к ней. Естественно, у них скандалы, у них страсти, у них крики, плач, потому что зачем ты ее привел, если ты меня любишь. И он объясняет, вот родственники и настояли. Что случается в итоге? В итоге эта бедная девочка ждет месяц, 2, 3. Она тоже не виновата. Она тоже не виновата, что родители не думают башкой, знаете, лишь бы подсунуть. Она звонит домой, что он со мной никак, никакие отношения. Заберите меня домой. Все, приезжают, или он ей там денег даст на билеты вместе с этими подарками, со всем, что ей подарили, и отправляет обратно домой. Кто выиграл в этой ситуации? Никто. Невозможно оторвать кого-то от другого, дорогие люди, если это настоящая любовь. Не мешайте людям, если вы видите, что они любят друг друга, они счастливы, что они близкие, что они просто друзья. Не мешайте людям быть вместе, неважно, кто он. Он чеченец, она русская, там, он испанец, она грузинка, я не знаю. Эти люди, те души, которые родились в этом мире и встретились. И даже если они родились у разных наций, у разных народов, в разных странах, с разными религиями, я не знаю, они все равно будут вместе, и вы ничего с этим не сделаете. Их все равно приведут, их сведут вместе, потому что они родные души. Пройдет страсть, пройдет постель, пройдет секс, пройдет все. Останется любовь. Любовь абсолютно ни от чего не зависит. Человек будет без ноги, человек будет лежачий, будет еле ходить, но она будет рядом с ним, потому что она его любит. Но если не любишь человека, он может тебе каждый день шубу подарить, кольца дарить, возить там на Гавайи каждый месяц. Он будет целовать тебе ноги, я не знаю, делать все на свете, но все равно не лежит душа, и ты все равно думаешь о том человеке, который был хулиганистый такой, жестокий где-то, где-то эгоистичный, но это был твой родной человек. И
Ты себя утешаешь тем, что зато у меня вот машины есть, зато вот у меня вот это. Но это слабое утешение. И когда ты остаешься одна с этими мыслями, садишься и рыдаешь. И ты понимаешь, что твою жизнь сломали мать, родственники, друзья, которые отговаривали мы. Не надо, не будет с ним будущего, не ваше дело. Пусть человек совершил бы эту ошибку, пусть бы он мучился, пусть бы он развелся, неважно. Но зато он бы знал, что в его жизни была роковая любовь, и он был счастлив, что в его жизни была родная душа. Та душа, которая его понимала с полуслова, которая была очень близка. Понимаете, можно отвращение испытывать к человеку, который весь одетый, надушенный, такой весь готовый, красавец. Но можно любить человека взъерошенного, в халате, уставшего, там, я не знаю, больного. Можно любить и быть с ним счастливым, потому что это та самая родственная душа, которая родилась вместе с тобой в этом мире и встретилась. И мало кому это удается. В основном души рождаются в разное время, поэтому люди с тоской говорят: как бы мне хотелось жить в таком-то веке. Они сами не знают, почему им это надо, почему их привлекает тот век, как будто в том веке все было прекрасно. В том веке были такие же проблемы, трудности, как и в этом веке. Может, кто-нибудь в том веке тоже говорит: мне бы родиться через 1000 лет, вот и так, такая будет красота. Вот родился бы он сегодня, и слушай давай, депутаты такие, пенсии не платят, это, ой, помогите. Какая разница, в любом веке была боль, беда, радость, счастье. Без разницы, тебе в этом веке суждено родиться. Вот в этом веке будь счастлив и до свидания. Понимаете, они мечтают о других веках, потому что там было все прекрасно. Не было такого. Ты мог бы родиться в семье рабов, и тебя бы продали. Почему ты решил, что в том веке ты бы родилась императрицей? С чего это ты вдруг? Даже императрицы, которые приходили к власти, до этого были рабами, может быть, проходили через 1000 рук, пока не придут и не сядут на престол. Поэтому говорить о том, что тогда было хорошо, а сейчас вот так вот, это смешно. Люди, которые вам внушают, что конец света, никогда не было так страшно. Люди, куда мы катимся, что с нами будет, ужас какой-то. Я вам хочу сказать, что это, наверное, самый лучший век, который мы сейчас проживаем, поверьте мне, потому что еще страшнее были века. Были века средневековья, были века темного фанатизма. Какие только века мы не прошли. Когда люди просто невежественные, неначитанные, необразованные сидят и учат таких же, что хуже никогда не было, и все, вот конец света, и все, и так далее. Мне смешно это все наблюдать. Мне хочется сказать, вас надо кинуть во времена крестовых походов, чтобы вы знали, вот когда бывает хуже. Понимаете? Вас надо кинуть во времена римских завоеваний, чтобы вы видели, что люди уходили, целые народы уходили просто, снимались с места и уходили, целые народы, чтобы спастись. А что бы вы тогда сказали, мне интересно? Вы бы тогда сказали, что это конец света и хуже не бывает? Наверное, сказали бы. Просто каждый век имеет свои прелести, да, и свои страшные моменты. Но есть люди, которые этим спекулируют. Этим спекулируют, приходя и собирая вокруг себя просто вот недалекую толпу и начинают: вот, придите, я вас спасу, у меня особый рецепт спасения, я знаю, что надо делать, иначе мы все погибнем, мы гибнем, люди, и так далее. Мне хочется сказать, уважаемый, а ты когда-нибудь изучал историю вообще, например, Китая? А ты знаешь, например, что монголы, когда пришли, это был такой голод, который продлился 150 лет. Вы знаете об этом? 150 лет было недоедание. Постоянные вспышки голода. Вы 150 лет, представляете, сколько это? Это несколько поколений. Так вот, почему китайцы все едят? Почему они едят собак, кошек, коров, там, я не знаю, жабу, все, что летит, все, что бегает, они все едят. И для того, чтобы просто так не есть, вот хватать и кушать, они научились их вкусно готовить. От голода, от безысходности они это сделали. А теперь они просто, это у них национальное блюдо называется. Что бы ты тогда сказал, мне интересно, что 150 лет нету просвета? Что бы ты сказал, когда ты увидел 600 лет сжигания на кострах людей? 600 лет!
600 лет сжигали в Европе всех неугодных, всех красивых, умных, талантливых людей. 600 лет, это чуть больше там, то есть половины тысячелетия, еще 100 лет сверху. Что бы вы сказали тогда? Вы бы не сказали, что это конец света, и хуже не бывает просто. Поэтому давайте не будем о концах света говорить в нашем веке. В нашем веке более-менее можно жить, поверьте мне. Когда я читаю о голодном Ленинграде, когда люди своих детей ели, вы что, о чем вы говорите? Как они прошли это, они перенесли это, вы можете представить такое? Это ужас. Люди, которые ели своих детей после войны. Я знаю семью одну, они рассказывали о том, что они вместе с чеченцами, это поволжские немцы, были в ссылке в Казахстане. И они знают пару, говорит, мы с ними дружим до сих пор. Они своих 5 детей закрыли дома и убежали. И те голодной смертью умерли. У них не было выхода. И они сейчас замаливают этот грех. Она говорит, когда вспоминает, у нее плач, слезы. Но тогда было безумие. Безумное состояние. У них не было выхода, и они это сделали. Понимаете? А почему они тогда не сказали, это конец света и хуже не бывает? Потому что хочу вам сказать, что конца света нет. И это все выдумано для недалекой бараньей толпы. Идите сюда, люди, я вам помогу, пенсии не дают, вот это. Было время, когда вообще о пенсиях и знать не знал никто. И жили же люди, ничего так не помирали, знаешь ли. Как-то жили, извините меня. Хватит ныть, вот что я вам скажу. Хватит, все вокруг плохо и нехорошо, но у вас есть руки, ноги и мозги. Всех пар, которые были за историю человечества и чья любовь осталась в тысячелетиях, мы не перечислим. Это был и Генрих VIII, и Анна Болейн, которую он казнил за измену. Но он так и не утешил себя, так и не нашел женщину лучше, чем Анна. Он по ней сходил с ума. Как раз после ее смерти он и превратился в того вот этого грузного мужика. Он и начал уже немножко творить непонятные вещи. Практически вот после смерти Анны и вся жизнь ушла на откос. Понимаете? И закончилась. О такой любви роковой, дорогие друзья, рассказать можно много. Хочу вам сказать, что роковая любовь встречалась не в 15 только лет и не в 12 лет. Когда Хюррем и Сулейман встретили друг друга, ему было под 50 лет, а ей было 17. Понимаете? То есть я хочу вам сказать, что не говорит это о том, что если вы в начале жизни или в первом браке не встретили того самого там человека, значит, конец, все это закончилось. Роковая любовь встречается иногда, когда дети взрослые, и женщина уже живет для себя, и она встречает роковую любовь. Представляете? Это роковая любовь. И есть мужчины, которые становятся хранителями для своих женщин после их смерти. Они приходят, они с ними говорят, советуются, они их оберегают, они их любят. Даже если она выходит за другого замуж или просто ради физиологии находит кого-либо, это не мешает им быть вместе всегда. Она все равно его чувствует, она знает, что он есть. Просто невозможно такую любовь разрушить, это нереально. Вы не смотрите, что женщины после смерти мужей, например, выходят замуж, создают семью. Такое может быть, потому что они хотят, чтобы рядом был человек, кто-нибудь, помощник, друг. Но это совершенно не говорит о том, что они любят этого человека. Они могут его уважать, они могут к нему относиться очень нежно, очень по-человечески. Он может быть очень хорошим человеком. Но любви там не будет, той роковой, которая все испепеляет на своем пути. Если это настоящее чувство, если вы увидите со стороны, что люди мучаются, что это реальные чувства, не вмешивайтесь, дорогие люди, кто бы ни был перед вами, твой брат, сестра, там,
Пусть даже твои родители, если они влюбились в другого человека, и ты чувствуешь, что твоему родителю там лучше, оставь, пускай живет. Не вмешивайтесь, когда вы видите, что есть любовь между вашими детьми и настоящая любовь. Не мешайте, потому что против роковой любви идти – это очень большое преступление перед Вселенной. Пускай, что бы там ни было, понимаете, одно дело, когда люди бьют друг друга, издеваются там и так далее и прочее. Другое дело, когда это нежные чувства, когда это дружба. Не путайте это со страстью. Не надо, чтобы сейчас каждый второй думал, ну если мы с моим алкашом Васей там не можем разойтись, да, вечно через милицию и прокуратуру нас разводят, не знаю, в разные стороны, и что он мне морду бьет каждый день, отнимает деньги, значит, это у нас роковая любовь. Нет, роковая любовь – это проявление заботы, любви, бесконечной нежности. Когда человек, кроме этой женщины, никого не замечает. Когда у него нет желания ездить на выходные с путанками, с друзьями куда-нибудь на рыбалку. Когда он предпочитает с ней оставаться и с ней быть. Когда у него нет резона где-нибудь с кем-то жить или тайком встречаться, он это время хочет потратить на семью, на любимую женщину. Когда он кусок хлеба делит и, знаете, или обманывает, что он уже поел, чтобы она была сытая. Вот это и есть роковая любовь. Не путайте, пожалуйста, потому что сейчас каждая вторая будет думать, ну раз он меня посылает, бьет там, в морду дает, а я все равно не забываю, это роковая любовь. Нет, это роковая тупость, но не любовь. Любовь совершенно иное. И я вам привела из истории пример роковой любви. И когда такой любви мешают, никто не счастлив, дорогие друзья. Ни женщина, ни мужчина не счастливы отдельно с другим человеком. Ни их дети несчастливы, потому что у родителей нет нежности, нет внутреннего вот этого стержня. А когда люди действительно встречают эту любовь и действительно счастливы. Я видела пары, которые рука об руку ходят через 40-50 лет брака. Моя бабушка любила моего деда вот точно так же. Он клялся ее именем. Он говорил, что у моей матери такой характер, у моей прабабушки, правда, характер был, ого-го, не дай Боже никому. Это была очень жесткая женщина, с ней было нелегко. И он говорил, что если бы не моя жена, я бы, наверное, 10 жен поменял, потому что с моей матерью ужиться нереально, невозможно. И только любя своего мужа, только любя моего деда, она терпела его мать. Она уважала его, она не спорила с ним, она их мирила. Они между собой не ладили, когда мой дед просто уже уставал от бесконечных упреков матери и переставал с ней разговаривать, сердился на нее. Она их мирила, она просила, умоляла его помириться с ней, мол, это твоя мать. Ну что нам, не выгнать ее, не поменять и не продать? Все, нам приходится с ней смириться, мы не выбираем родителей. Она их мирила, понимаете? Вот это была роковая любовь. И после смерти моего деда, естественно, хоть она была молодая женщина, у нее в жизни никого не было, и до конца жизни она в этих черных одеждах и ходила, как положено на Кавказе, можно сказать. Если это роковая любовь, она всегда взаимная. Безответная любовь не может быть роковой, дорогие друзья. Роковая любовь – это взаимная всегда. Если вы хотите понять, настоящая это любовь или нет, я вам скажу, это взаимная. Всегда. И она всегда все преодолевает. Невозможно любить только односторонне и преодолеть трудности. Нереально. Если мужчина любит женщину, если женщина любит мужчину, их никто не сможет развести, никто не сможет ему нашептать на ухо что-нибудь такое. Понимаете? К сожалению, Наполеон и Жозефина – это не роковая любовь. Это была любовь просто сумасшедшая только с одной стороны, со стороны Наполеона. Она его не любила. Она изменяла ему. Поэтому назвать это роковой любовью я не могу. Если она была роковой только для Наполеона, она его не любила. Вот любовь Хюррем и Сулеймана я могу назвать роковой.
Потому что эти два человека любили друг друга настолько, что никто не смог развести их, никто не смог между ними встать. Это была роковая любовь. Понимаете, все равно они были вместе до конца жизни, до конца. Когда она умерла, Сулейман ослеп. Он ослеп. Невозможно магией разлучить роковую любовь. Нереально. Вот отвечая на ваш вопрос. Вы говорите, что люди могут магией разрушить настоящую роковую любовь. Невозможно. Никто не сможет магией чем угодно разрушить ту любовь, которая дана свыше. Потому что магия и есть сила, которая руководит Вселенной. Магия соединяет этих людей. Понимаете, эти люди любили друг друга, и Вселенная дала им шанс в этом мире встретиться. Поэтому Вселенная не разрешит, не позволит ни одной силе между этой любовью встрять и развести их. Магией их невозможно развести. Их можно развести только человеческой подлостью. Только человеческой подлостью можно их развести. Пожалуйста. Пожалуйста, Нарина. Так что, дорогие друзья, если вам кто-нибудь скажет, что у меня была роковая любовь, но нас развели магией, это неправда. Родственники могут на время встрять в эти отношения. Родственники могут на время влезть в эти отношения, но они не смогут развести людей. Они все равно будут вместе. Даже если они поженятся, они все равно будут вместе. Я знаю то есть такую историю, когда она была армянка, он езид. У езидов очень строго, все строгие законы, они должны только на своих жениться, в принципе. Но смешанных браков много, как и везде. Если люди живут рядом, они обязательно будут смешанные браки, никуда не деться. И с помощью магии любовь не найдете. С помощью магии можно перетянуть в свою жизнь того, кто тебе предназначен, но чтобы он быстрее пришел. С помощью Бога, какого Бога? Какого Бога? Не говорите глупости, пожалуйста. Так вот, когда она была армянка, и звали ее Анжела, он был езид. Вы знаете, ее выдали насильно замуж, его женили. Через некоторое время родители узнают, что и он, и она убежали. Они убежали в Германию вместе. Она бросила мужа, он бросил жену. Вся родня проклинала: будьте вы прокляты, бессовестные, такие-сякие, и так далее, что там вам места нету в нашей жизни, в нашей семье. В общем, конец, позор. Ну и что? Прошло 2 года, она родила ребенка. Помирились, как миленькие, господи, помирились, еще и эти подарки отвезли туда. Ее принимают, готовы ей задницу целовать. Потому что он сказал: я вас всех порешу, положу, если вы что-нибудь ей скажете, сделаете, выгоните, я не знаю. Я просто вас уничтожу всех ради нее. Помирились. Если человек хочет, человек может заставить всех уважать свою жену, всех. Никто рот не откроет. Но если не хочет, он может превратить ее просто в тряпку, которую все пинают, все унижают. Вы никогда не замечали, что в одной семье 2 снохи? Одну унижают, одну обзывают, с одной обращаются как с собакой, а второй боятся слова сказать. Знаете почему? Потому что если и слово скажут, муж там перевернет, просто обрушит потолок на их головы. А в другом случае муж сам бьет ее, муж сам ее унижает, муж сам там: иди сюда, иди, ты что, дура, что ли, Конечно, если он: дура, ты такая-сякая, каждая собака может рот открыть на нее. А здесь он сказал: попробуйте хоть слово сказать моей жене, я вас тут порешу всех. Вот они слова не говорят, они ее обожают, любят, она божество. Очень многое зависит от мужчины. Как он к ней относится, как он ее представляет своей семье, такое отношение к ней и будет. Поверьте мне, всегда так.
Потому что я в одной семье, говорю, в одной семье одну сноху гнобят, вторую обожают. Хотя вторая сидит там, знаете, прям нога на ногу, прямо мадам, ничего не делаю, ничего не могу, я болею, мне плохо, я хочу спать, я хочу есть и так далее. А вот здесь вот иди то принеси, иди это, ты что, дура, ты что это? Потому что ей некому идти за защитой. Ее никто не защитит. Если она пойдет и пожалуется и скажет, там, твоя мама меня обижает, или твоя сестра меня обзывает, или твоя сестра без спроса мои вещи берет, носит, он ее и забьет при них. Поэтому у нее нет выхода. Она либо должна уйти, либо должна как баран сидеть, значит, и сидеть и слушать. Вот поэтому я и говорю, что у вас была роковая любовь. Поэтому ты его забыть не можешь. Поэтому он приходит к тебе во сне, Марина. Потому что он за тебя мог перегрызть любому глотку. И любовь это не зависит даже от вот каких-то похождений, от каких-то, знаете, увлечений. Есть мужчины, ну вот любят они эти похождения, ничего не сделаешь. Но они настолько преданы своей жене, они настолько ее уважают. Она всегда будет главной в их жизни. И пусть попробует кто-нибудь слово скажет. Они такое сделают, что просто... Да. Роковая любовь, не рак. Я же, надеюсь, правильно написала в прямом эфире, вы меня не пугайте. Любовь роковая, не роковая. Рок означает неизбежность. Рок в некоторых смыслах и, скажем так, не очень хорошее. Рок – это то, от чего ты не убежишь. То, что может привести к погибели в том числе. Но оно дано, и оно никуда не денется. Ты хочешь, не хочешь, волей-неволей это встретишь. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, что этот эфир вам многое прояснил. Я буду время от времени снимать более такие душещипательные истории, которые нужны человеку. И еще раз вам скажу, что роль ведьмы в этом мире не в том, чтобы рассказывать какие-то рассказы про других мирах, иных цивилизациях, да, один раз дана. Роль ведьмы – это научить людей правильно жить, распознать правильно и правильно смотреть на мир, понимать мир, что к чему, почему приходит в жизнь и так далее. Вот это и есть роль ведьмы, понимаете? А про этих всяких мифических мирах вы сами можете прочитать. Нет ничего более возвышенного, чем приземленность. Итак, дорогие друзья, если вы чувствуете роковую любовь, если вы чувствуете любовь взаимную, потому что, еще раз вам говорю, роковая любовь – это не издевательство друг за другом, это не пинание друг друга, это не унижение друг друга. Роковая любовь – это абсолютное доверие, абсолютная открытость. Про бумеранг мы потом обсудим. Абсолютная нежность друг к другу и роковая любовь взаимная. Нет роковой любви, когда один любит, а второй просто позволяет любить. Такой любви не существует, роковой, скажем так. Роковая любовь – это встреча души, двух душ, которые любили друг друга еще до того, как родиться на этот свет. Это и есть роковая любовь. Такую любовь разрушить невозможно. Они все равно будут вместе. Все равно. Или они умрут, или они будут вместе. Или они, знаете, как вам сказать, вот это желание уйти с этого мира и освободиться от этой боли, потому что не дают быть вместе, потому что с другим человеком не хочет быть человек, потому что есть люди, знаете, у людей разные такое болевое ощущение, да, кто-то может жить с нелюбимым и терпеть внутри, потому что он сильный человек, кто-то не может, все равно не может, и не получается у него. И он думает, я лучше умру, потому что я не хочу жить. И душа, которая не получает желаемого, душа вас приведет в могилу рано или поздно. Но не даже с тем человеком, с которым вы не хотите. Поэтому роковая любовь, когда лезут между такой любовью, как правило, заканчивается либо смертью, либо сумасшествием, либо полным одиночеством в жизни.
Но другого шанса не бывает. Следующий момент. Невозможно роковую любовь разбить магией. Потому что именно сила магии, именно Вселенная этих людей свела. А то, что Вселенная соединяет, человеку не дано разъединить. Это невозможно. Невозможно разбить магией любовь. Значит, это была не любовь. Значит, это была не любовь. Онкологию тоже мы получаем из-за переживания внутреннего, к сожалению. Это и есть результат. Нет, Ромео и Джульетта – это баловство, это не роковая любовь. Когда-нибудь Джульетта бы потолстела, Ромео бы увлекся другими бабами, поэтому Шекспир их убил вовремя, пока любовь была горяча. Невозможно вызвать роковую любовь магией, возможно ускорить его приход. Ускорить, потому что в тех ритуалах, которые я даю, вызов любви, да, я говорю, что там такие слова: приведите мне того, кто мне суженый, кто мне дан. То есть ты все равно просишь того, кто тебе дан судьбой, понимаете? А не того, кого вот мне просто кого-нибудь приведите. И те зазывы и прочее, что я даю, я перед этим объясняю и говорю. Я вам еще раз говорю, невозможно мешать, если это настоящая любовь. Те зазывы, те ритуалы, там, привороты, которые я даю, я всегда говорю вам, дорогие люди, я не рекомендую это делать, но поскольку вы хотите все равно, делайте, пожалуйста. Это вам любви не принесет, но даст временное утешение, может быть. Я же ведьма, я знаю эти секреты, я делюсь. Мое дело вам это отдать и предупредить, и объяснить. А ваше дело делать. Если вы себя не уважаете, вам все равно хочется кого-нибудь через зазывы, через что-то еще привести, ну, приведите, пожалуйста, мне какая разница. Вы просите, на, берите. Но это не даст вам роковую любовь. Я же говорю об этом миллион раз. Итак, друзья мои, всем удачи, всех благ. И я надеюсь, что эта лекция вам надолго запомнится и на многое откроет глаза. Всего хорошего.